Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим осеннее, домашнее, уютное блюдо. Это будет заливной тыквенный пирог с сухофруктами или тыквенная запеканка с сухофруктами. Для нее нам понадобится кусочек тыквы весом примерно 800-900 граммов. Тыкву нужно очистить от кожуры и нарезать на такие средние, достаточно большие кубики. Я нарезаю на большие кубики, так как я предварительно отварю их в микроволновке под крышкой 6 минут. Или можно отварить кубики тыквы в небольшом количестве воды минут 10. Они должны быть немножко мягкими. Если вы не хотите отваривать тыкву, то нужно нарезать на очень маленькие кубики ее. Тогда ее можно будет уже запекать в сыром виде. Посмотрите, на какие кубики я нарезаю. Вот такого примерно размера. Отправляем кубики готовиться в микроволновку под крышкой. А пока я нарезаю 50 граммов кураги на небольшие кусочки. Мне понадобится здесь 150 граммов сухофруктов. У меня по 50 граммов курага, изюм и вяленая клюква. Прошло 6 минут. Проверяем готовность нашей тыквы. Тыква мягкая. Даем немножко остыть. А пока готовим тесто. 3 яйца, 2 столовые ложки сахара, пакетик 10 грамм ванильного сахара, щепотка соли. Венчиком просто все размешиваем. Миксер нам здесь не нужен. Пошаговые рецепты в граммах и стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. Вливаем стакан молока. В этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 мл. Все размешиваем до однородности и всыпаем стакан муки. И чайную ложку, это 5 граммов разрыхлителя. Все размешиваем как следует, чтобы не было комочков. Тесто получается достаточно жидкое, похоже на тесто для блинов. Форма у меня стеклянная, 20 на 20 сантиметров. Ее нужно обильно смазать сливочным маслом. У меня кусочек масла 15 граммов. Все как следует смазываем, чтобы нам потом легко было достать пирог из формы. Выкладываем ровным слоем на дно формы нашу тыкву, оставляем немножко для верха пирога и выкладываем наши сухофрукты. Тоже немножко оставляем каждого вида сухофруктов для верха пирога. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Теперь выливаем все тесто, покрываем ровным слоем нашу тыкву сухофруктами. И после того, как мы вылили тесто, выкладываем для красоты наши отложенные кубики тыквы и сухофрукты. Как видите, все очень просто. Продукты самые простые, понятные, доступные. И посмотрите, как ярко и красиво получается. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем запекать наш пирог-запеканку 45-50 минут до румяности. В моей духовке этот пирог пекся 50 минут. Готовность проверяем на сухую зубочистку. Даем пирогу немножко остыть, чтобы он стал не горячим, таким теплым. И после этого будем выкладывать его на блюдо. Я вот помогаю себе таким шпателем, чтобы легко он достался из формы пирог. Посмотрите, как он легко вышел. И сейчас мы его будем разрезать и пробовать. Пирог чуть теплый. Как он пахнет ванилькой. А какой он красивый, яркий, и режется он прекрасно. Тыква у нас приготовилась, она мягкая. А посмотрите, какой кусочек в разрезе, какой он нарядный, какой он аппетитный. Пробуем. Друзья мои, приготовьте это осеннее, домашнее, уютное блюдо. Тыквенный пирог-запеканка.